Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас еще одна очень интересная тема — российский автопром, российские машины. И эта тема интересна не потому, что в России производятся самые лучшие машины в мире, даже смешно это говорить, а потому что история автопрома в России интересная. Есть необычные модели машин, а также есть вещи для машин, которых нет в других странах. Мгм. И ты уже несколько раз сказала слово автопром. Давай объясним, что это. Автопром — это сокращение от автомобильная промышленность. Когда говорят российский или отечественный автопром, имеют в виду автомобили, которые производятся в России. Мгм. Но давай сразу отойдем немного от темы. И у меня есть для тебя вопрос. У тебя есть права? Водительские права или водительское удостоверение — это такая карточка, которая подтверждает, что вы знаете правила дорожного движения, ПДД, и умеете водить машину. Ты умеешь водить машину? Да, у меня есть права, но умею ли я водить машину — это другой вопрос. Да, два разных вопроса. Дело в том, что я получила права почти 10 лет назад, и Мгм, я сдала экзамен с третьей попытки, и я мгм, сдала его зимой. То есть для мгм. меня это сложнее, потому что, во-первых, на дороге нет линий, то есть нет разметки, и также дорога становится уже и меньше, потому что по краям дороги лежит снег, лежат сугробы. Но я сдала, я смогла, и после получения прав я водила машину ровно один раз, потому что я очень боюсь это делать. Я как в зеркало смотрю, Катя, потому что я тоже сдавала, точнее, я получила права 10 лет назад, ну, плюс-минус год. И тоже я сдала экзамен с третьей попытки, и тоже я сдавала экзамены зимой, и тоже в это время был какой-то дикий-дикий снег, была метель каждый день. Да, и ты права, ты не понимаешь, где начинается и где заканчивается дорога, ты ничего не видишь, ну, буквально 3 метра вперед ты видишь, а дальше ты просто не понимаешь, что там происходит. Плюс этот стресс от полицейского, который сидит сзади и смотрит внимательно, что ты делаешь. И в целом это неприятно, когда кто-то находится сзади. Но тут, да, и после получения прав я тоже, ну, может быть, 2 раза я садилась за руль, но не больше, нет. И сейчас я думаю, что если я все таки захочу водить машину, то мне нужно опять идти в автошколу, брать уроки с инструктором и, конечно, сдавать теорию, потому что, во-первых, новая страна, во-вторых, ну, я уже не помню многое. Мгм, мгм. Да, 100%. Как мы похожи, это обалдеть. Да, я Эм, просто слушала тебя и думала: "А? мгм. Что? О, да?" Да, 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 точно. И тоже я бы, если бы решила водить машину, пошла бы учиться снова, ну, брала бы уроки с инструктором. Но в Албании я точно не решу водить, потому что, извините, но люди водят как сумасшедшие. Я такой риск М. брать на себя не хочу. Мгм. А мне, наоборот, нравится культура вождения здесь, в Испании, потому что люди кажутся очень терпеливыми на дорогах. Может быть, это мое такое очень узкое субъективное мнение, но мне кажется, даже в России всегда, когда пешеход медленно переходит дорогу или когда есть пробка из 3 машин, всегда водители начинают психовать, начинают сигналить, обзываться. Здесь просто ждут.
и Мгм. все. Мгм. Да, я вообще слышала, что испанцы во многих ситуациях очень терпеливы, поэтому, думаю, да, водить там комфортнее. Да, но не факт, что я решусь, но такой вариант есть. Мгм. И, кстати, в этом выпуске мы тоже будем использовать много картинок, иллюстраций, чтобы показать вам, о чем конкретно мы говорим. Поэтому, если вы нас слушаете на разных платформах, обязательно приходите и в YouTube, чтобы посмотреть наши выпуски. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть наш замечательный разговорный клуб. В разговорном клубе можно и нужно, и точно вы сделаете, вы преодолеете языковой барьер, вы хорошо проведете время, вы найдете новых друзей, поэтому присоединяйтесь, все детали в описании. Ну и вернемся к теме автопрома. Крупнейший автопроизводитель в России — это АвтоВАЗ. Они производят машины под маркой, под брендом «Лада». И недавно в соцсетях была популярна песня «Малиновая Лада», поэтому если вам интересно посмотреть, как выглядит Лада, посмотрите этот клип, она там есть. И давайте посмотрим на само слово «АвтоВАЗ». Авто, понятно, это автомобиль. А что же такое ВАЗ? Мгм. ВАЗ — это Волжский автомобильный завод. И именно эта аббревиатура использовалась и используется для названий моделей автомобилей. Например, ВАЗ-2102, ВАЗ-2109. Слишком скучные названия, подумали россияне, и придумали прозвища для этих машин, ну как никнеймы для этих машин. Например, ВАЗ-2101 — это копейка, как наш маленький цент. ВАЗ-2102 — двойка. ВАЗ-2103 — тройка. ВАЗ-2106 — угадайте, шестерка. ВАЗ-2107 — семерка. И ВАЗ-2109 — это девятка. Какие мы логичные люди. Да, но проблема в том, что иностранцы обычно знают 2, но не знают двойка, Мгм. знают 9, но не знают девятка. Мгм. Да, и эти слова, в принципе, полезные, потому что используются также, когда говорим об общественном транспорте. Да? Да. Например, мне нужен второй автобус или мне нужна двойка. Да? Да, да, очень-очень типично. Как это понять, если ты знаешь только 2 и 2? Да, зачем русский язык? Почему ты это делаешь? Нам же это И объяснять. да, нужно посмотреть, для тех, кто еще не смотрел, наш выпуск о том, почему вам сложно понимать русскую речь. И, к сожалению, для нас с Катей этот выпуск стал почему-то популярным у русскоязычной аудитории, поэтому вы тоже можете зайти в комментарии, там вам некоторые люди написали, что они вас поддерживают и даже не задумывались как носители о том, как это сложно понять. Мгм. Да. Ну и к слову о девятке. Есть такая песня старая «Твоя вишневая девятка». Если вы ее не слышали, погуглите. Очень интересная. Катя, а ты умеешь петь? Ты хорошо поешь? Это абсолютно точно не мое хобби, не мой талант. Я не умею петь. А что? Да. Просто подумала, что было бы хорошо напеть эти песни, о которых мы А, говорим, но я тоже очень сильно стесняюсь и не считаю это своим талантом, поэтому извините, уважаемые слушатели и зрители, вам придется гуглить. Небольшая работа для вас. Так. Ну и не могу не добавить здесь информацию о легендарной буханке. Буханка — это автомобиль Ульяновского автозавода. И кто помнит, Ульяновск — это мой родной город. И этот уродливый автомобиль называется буханкой, потому что он похож на хлеб. То есть буханка — это именно хлеб, и сейчас на экране вы можете видеть, я считаю, гениальную иллюстрацию. Посмотрите.
Мгм. Также интересно вспомнить, на каких автомобилях ездили люди в Советском Союзе. Самым популярным автомобилем среди жителей были «Жигули». И это вообще, если удавалось им купить какой-либо автомобиль, потому что, конечно, не каждый мог себе его позволить. Ну, а советская элита предпочитала другую марку. Это, например, ГАЗ-24 «Волга». «Волга» считалась престижным автомобилем, и да, ее очень любили в руководстве коммунистической партии. Да, и, конечно, еще эти люди из партии очень любили черный лимузин марки ЗИЛ-4104. Для большинства советских граждан же такие автомобили были недоступны. Да, и мы с тобой в Советском Союзе никогда не жили, но все равно можем вспомнить, что в нашем детстве машины были другими, и они были гораздо проще. И я думаю, все наши слушатели с этим согласятся. И сегодня, например, мы нажимаем кнопку, чтобы окно открылось, стекло опустилось, а раньше нужно было крутить специальную ручку. И, конечно, еще тогда не было экранов и камер заднего вида, и вообще каких-либо электронных помощников. Мгм. Ну ладно уж, помощники. Я лично помню, что очень часто машина могла просто не завестись, то есть не начать работать, или могла заглохнуть, то есть перестать работать посередине дороги. И я точно помню, как несколько раз мы должны были толкать машину, потому что она где-то застряла или заглохла, и ей нужна была помощь. Да, и есть еще одна вещь, которая может шокировать современных людей. Это то, что в 90-е, например, многие дети ездили в машине без специальных кресел. Такое специальное кресло для машины называется детским креслом, детское кресло. И ребенок просто мог сидеть на коленях у родителей или свободно перемещаться по салону. Я помню, как я летала обычно по салону. И сегодня это кажется очень опасным, но тогда это было каким-то обычным делом. Мгм. Ну вот, кстати, не знаю, удивит ли это людей из других стран, Мгм. потому что меня удивил другой факт, когда я узнала, что, например, в Албании и в Грузии в такси не обязательно Мгм. детское кресло для ребенка. В России, например, М. невозможно, ну, почти невозможно вызвать такси, в котором нет специального места для ребенка, и водитель тебя просто не повезет вот так с ребенком на коленях. А здесь это нормально. Так что, может быть, детское кресло это не такая необходимость в некоторых странах? Давай спросим у наших слушателей. Напишите, пожалуйста, какая ситуация в вашей стране? Нужно детское кресло? Или вы вообще впервые слышите об этом и не понимаете, зачем? Ведь есть колени и руки родителей. Эм, Еще одна особенность российского автопрома или, не знаю, обращения с машиной — это зимние холода. И, перед, поездкой, перед тем, как ехать, машину часто приходится прогревать. То есть запускать двигатель заранее и ждать несколько минут, когда двигатель прогреется. И особенно это важно, это было важно, это есть, остается важным для старых автомобилей. И современные автомобили, насколько я знаю, они уже или не требуют прогрева, или требуют прогрева 1 минуту или 2. В России, я думаю, все или почти все автолюбители это делают, они прогревают машины. И, конечно, это плохо для окружающей среды. И поэтому в европейских странах, во многих европейских странах прогрев машины запрещен. Но в России таких жестких ограничений, что нет, совсем нельзя, их нет. По закону вы можете прогревать машину во дворе не более 5 минут. Мгм. Ну да, что делать, если мороз -35 градусов, и тебе нужно ехать на работу? Ну,
приходится выбирать. И более того, в более холодных регионах России, например, в Якутии, где температура может опускаться до -50 градусов и больше, есть даже специальные одеяла для машины. Они называются автоодеяла или автотенты. И это как такой чехол, который ты надеваешь на твой автомобиль, чтобы он не слишком замерзал в холод. Такой тент, он, да, помогает сохранять тепло. Но интересно название такого тента, потому что в народе, то есть люди называют их Наташами. Очень интересный выбор названия. И на самом деле так называлась какая-то популярная компания, которая производила такие тенты. И со временем, как мы знаем, это иногда происходит, имя компании стало просто названием этого предмета. И мне нравятся статьи в интернете с названием «Наташа против холода». Это просто моя жизнь здесь, в Испании зимой, с чаем и в одеяле. Наташа против холода. Да, интересно. Давай поговорим еще и о современной культуре. Наверняка многие из вас видели такие фотографии, где изображены такие очень низкие машины. Они называются заниженные лады. Занизить машину значит сделать подвеску машины ниже. Такие машины выглядят спортивнее, но ездить на них труднее, особенно по плохим или неровным дорогам, и которых у нас много, правда? И Да. такие заниженные девятки, приоры, 14, они стали частью молодежной культуры. Мгм, мгм. Но что происходит с российским автопромом в целом сегодня? Давай об этом тоже поговорим. И в последнее время, в последние годы, многие новые российские автомобили, они внешне напоминают китайские модели. И неудивительно, ведь из-за санкций российский автопром все больше и больше сотрудничает с китайскими специалистами. И еще некоторые старые модели обновили, изменили им дизайн, и они теперь выглядят более современно. И вот, например, удивительная метаморфоза москвича. Мгм. К слову о китайских деталях, я видела очень смешное видео, где была как бы парковка с автомобилями российского автопрома, но они все между собой говорили на китайском. На китайском. Хорошая Ну, ирония. да, такой сегодня мир, такие реалии. Ну и, конечно, сейчас в России люди часто покупают вообще китайские автомобили, не только российские автомобили с китайскими деталями, но и просто китайские модели, потому что купить иностранный зарубежный автомобиль из Европы, из Америки довольно дорого и не так просто. Ну и даже отремонтировать такой автомобиль будет уже нелегко, потому что не всегда можно найти нужные детали для ремонта немецкого или французского автомобиля. Ну и на данный момент среди отечественного автопрома одной из самых или самой популярной машины остается УАЗ Патриот. Это такой внедорожник, то есть он может ездить и по местности без дороги, и его за это и любят. Любят за то, что он может пройти, проехать по бездорожью, где другая машина может не справиться. И в этой же категории можно назвать известную машину Ниву. Это ее прозвище, никнейм. А вообще она называется официально ВАЗ-2121. Тоже может ездить по бездорожью. Да, это хорошее слово по нашей теме бездорожье. Люди используют это очень часто, потому что действительно в России очень много таких мест, где обычная машина может не проехать, нужен внедорожник.
Ну, я думаю, сегодняшний выпуск получился информативным, даже несмотря на то, что мы с тобой совсем не заядлые автолюбители. И давай зададим вопрос недели. Вопрос недели. А у вас есть водительские права? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.